Всем привет! Мы продолжаем японскую тематику, и сегодня я хочу вам показать спортивный заряженный пятидверный хэтчбэк Honda Civic Type R, которая копирует прототип 2015 года. Производитель масштабной копии — компания TrueScale Miniatures. Я думаю, многим из вас знаком этот бренд. Это относительно молодая фирма, если сравнивать ее с такими брендами, как Neo, Shuko, Minichamps, но все же они существуют не первый день и успели зарекомендовать себя с хорошей стороны. Даже они отметились по производству моделей для других фирм. Например, у SSM трактора были сделаны именно на заводе TrueScale Miniatures, и они выпускали модели для более премиальных брендов. И если посмотреть на ассортимент этой компании, то у них встречаются очень необычные и интересные автомобили, которые больше никем другим промышленным способом не издаются в 43-м масштабе. И у меня в коллекции довольно много изделий от этого бренда. Если вам будут интересны обзоры на другую продукцию, то поддержите видеоролик лайком и оставьте ваш комментарий. И если посмотреть на японский автопром, то он тоже довольно разнообразный, но если мы говорим об обычных хэтчбеках, почему-то все стараются выпустить наиболее заряженную версию. И TSM пошел тоже по этому пути, и автомобиль 4-го поколения у них представлен в двух вариантах окраски, и обе машины с правосторонним расположением руля. Мы рассмотрим автомобильчик белого цвета, вторая машина была в ярко-красном варианте окраски, и также у TSM представлено более современное 5-е поколение, и там уже на выбор автомобили как с правосторонним, так и с левосторонним расположением руля, и более богатая палитра цветов. Например, есть машина черного цвета, синего, белого, красного и так далее. И также пару вариантов были в гоночной ливреи. Помимо TSM, Honda Civic выпускается компанией History, Mark 43, Ebro, Spark, но у последнего только гоночные варианты. Есть и другие мелкие фирмы, но их модели не дотягивают до этого промышленного уровня проработки. И я вам для сравнения приготовил еще несколько хэтчбеков, также один универсал от AutoArt. Вы можете наглядно посмотреть, как модели отличаются друг от друга в плане детализации и качества сборки, и также модели сильно отличаются по цене. Эта Honda в Европе продается за 88-95 евро. Это довольно серьезная сумма, примерно 7500 рублей, и не каждый отважится покупать подобную крохотную модель за эти деньги в свою коллекцию. И я думаю, российский собиратель предпочтет какой-нибудь отечественный грузовик. Но мне, как поклоннику японского автопрома, эта модель в целом понравилась. И машина поставляется в довольно симпатичной нарядной коробочке с белой оберткой, очень тоненькой, и нужно быть предельно аккуратным при ее демонтаже, потому что упаковка может попросту порваться. На нижней стороне картонки есть информация, которая касается данного производителя. Эти модели, естественно, изготовлены в Китае. Также есть лицензионная наклейка Honda, артикул, по которому можно найти данную модель в интернете. Указан прототип Honda Civic Type R 2015 года и цвет Championship White. И у нас такие Honda редко, но встречаются на дорогах общего пользования. И, на мой взгляд, у этого автомобиля довольно спорный дизайн, но в таком обвесе машина смотрится очень необычно. И к продукции TSM у меня есть несколько замечаний. И одна из проблем — это то, что по истечении 3-4 лет у многих машин покрышки начинают отплавлять колесные диски. И проблема в том, что эти автомобильчики выпускаются малыми тиражами, быстро снимаются с производства, потом уже найти донора для этих машин не представляется возможным, и в продаже встречаются те же автомобили с теми же оплавленными колесами. И у меня, например, Rolls-Royce с испорченными колесиками и также два спортивных Chevrolet Corvette.
У этой модели пока что таких проблем не наблюдается, но посмотрю, что с ней станет по истечении 3-4 лет. И довольно симпатичная комбинация цветов, черные колесные диски с красным кантиком, и они хорошо выделяются на фоне белого автомобиля. И дверные ручки спереди – это отдельный элемент, а задние дверные ручки – это одна деталь вместе с окантовкой из фототравления. И еще один момент, который мне не очень нравится на этой модели – это остекление. Здесь корпус автомобильчика сделан из полимера, а стеклышки – это тоненькая пленочка. И на настоящих автомобилях стекло округлой формы, а здесь оно попросту плоское и под определенным ракурсом выглядит не совсем естественно. И, конечно, можно делать остекление из пластика, и, например, Neo на некоторых современных моделях пошел по такому пути, а TSM делает стеклышки из пленочки. И второй вариант – это их делать округлой формы и фиксировать окантовкой из фототравления. Но тогда в большинстве случаев элемент из фототравления будет отслаиваться по истечении определенного времени. Так что пока что хорошего варианта до сих пор нет. И, конечно, вы можете сказать, а почему не делать пластиковое остекление, но бывают случаи, когда полимер дает усадку, и пластик разрушает тоненькие стойки на автомобиле. Это тоже стоит учитывать. Очень хорошо сделаны задние фонари. Также мне понравился спойлер. Он тоненький, ажурный, и центральная часть окрашена черной краской. На заднем стекле присутствуют нити обогрева, также стеклоочистители с фототравления, очень симпатичные шильдики, надпись Civic, Type R, значок Honda, и вместо регистрационных номерных знаков здесь обычные таблички с надписью Type R. Скорее всего, это выставочные образец, но при желании можно тоже самостоятельно установить регистрационные номерные знаки. Очень хорошо сделана выхлопная система, также присутствуют небольшие катафоты из фототравления, и вы можете посмотреть, как сделаны колесные диски. Сквозь них просматриваются красные суппорта и тормозные диски, и тормозные диски на этой модели сделаны из фототравления, и передние диски перфорированные. Также хорошо смотрится оформление передней части, прекрасная светотехника, противотуманные фары. Также хорошо сделана решетка радиатора, это элемент из фототравления. И на сплиттере также есть небольшая каемка красного цвета, которая добавляет модели более агрессивный вид. И передние сиденья ковши в красном цвете, также раскрашена панель приборов, рулевое колесо, рукоятка переключения коробки передач, присутствует небольшая антенка акулий плавник на крыше, и также у этой модели очень примитивно сделано днище, обычная плоская планочка. Но еще одна визитная карточка изделия TSM – это то, что они заклеивают крепежные винты вот такой поролоновой подложкой. И ее демонтировать без повреждений не представляется возможным. Я одну модель пытался открутить от подставки, но в итоге испортил подложку. Поэтому этот вариант откручивать сегодня я не буду. И давайте покажу вам другие масштабные копии. Например, Volkswagen Golf GTI от DNA Collectibles. Эта модель уже давно снята с производства, и я делал видеообзоры на всю продукцию этого бренда в 43-м масштабе. И, кстати, у меня в коллекции есть еще те модели, которые не пошли в серийное производство, и если вам интересно, я тоже их покажу в будущих видеообзорах. И как раз вы можете посмотреть, модели не сильно отличаются в плане проработки. У Volkswagen те же проблемы, это плоское остекление, но очень хорошо сделана светотехника, колесные диски, и на этой модели более детализированная нижняя часть. Ну, конечно, она уступает металлическим моделям, но все же для изделий из полимера это довольно хороший уровень проработки. И также у DNA мне больше нравятся подставки. Они прозрачные, и можно рассмотреть днище автомобиля, не откручивая модель от подиума. И тоже раскрашен салон, панель приборов.
есть нити обогрева, хорошие задние фонари, шильдики. И эта модель изначально стоила в 2 раза дешевле, чем Honda от TSM. И покажу вам еще японский автомобиль. Nissan Pulsar. На эту модель не так давно я делал детальный видеообзор. Здесь уже изделие с металлическим корпусом. Конечно, детализация попроще. Но, тем не менее, машина тоже может смотреться, стоя рядышком на полке с продукцией TSM. Здесь присутствуют регистрационные номерные знаки. И уже говорил, у Premium X такой Nissan предлагался в 2 вариантах окраски. Синяя машина и красная. И выбрал красный вариант из-за того, что у него номерные знаки. А на синем варианте были просто таблички с надписью Nissan или Pulsar. Также у этой модели затонировано заднее остекление. Тоже вполне хорошая модель. И подставки, кстати, похожи. У них одинаковый размер и примерно один дизайн. И покажу вам последнюю масштабную копию. Это Subaru от AutoArt. Это один из моих любимых производителей масштабных копий. На мой взгляд, эти модели очень сильно недооценены. У них прекрасное соотношение цена-качество. И у большинства моделей от AutoArt поворотные передние колеса. Конечно, они уступают некоторым современным брендам, но тем не менее, еще раз повторюсь, даже вот эта очень старая модель смотрится прекрасно и по нынешним меркам. Тоже очень хорошее качество покраски, качество сборки. У этого автомобиля отдельный передний и задний бампер, и уже говорил, у AutoArt была такая фишка, они делали одинаковые корпуса, а бампера меняли, и получались различные модификации, как, например, Mercedes-Benz, S500 и S63 AMG и так далее. Ну, вот такой автомобильчик, и у него тоже правостороннее расположение руля. Вот такая вполне симпатичная масштабная копия, которая может стать украшением вашей коллекции, если, конечно, вы решитесь покупать ее за 7500 рублей. На мой взгляд, эта модель должна стоить в 1,5 раза дешевле, где-то 4,5-5 тысяч, но 7 за нее это перебор. И пишите ваши комментарии, что вы думаете о продукции TrueScale Miniatures. Понравилась ли вам данная Honda? Хотите ли вы увидеть обзоры на другие изделия от этого бренда? Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик и также подписывайтесь на мой второй канал. Там тоже выкладываются разнообразные видеоролики на модели из моей коллекции. А на сегодня это все. До новых встреч.